Чего не стоит ждать от рейки? Рейки, к сожалению, не та система, которая сделает вас физически сильным и энергетически активным. Есть заблуждение, что энергетические практики – это о наполнении жизненной энергией, чтобы горы сворачивать. И это заблуждение. Просто потому, что рейки – это практика, наполняющая и усиливающая нашу психическую энергию, но не физическую. У меня есть ролик, который называется «4 недостатка системы рейки». И первый из них – это отсутствие физической активности. К сожалению или к счастью, рейки – это система, в которой мы выполняем все сидя. Мы не двигаемся. Максимум, что мы передвигаем, это свои руки. Да, эта система позволяет заниматься и практиковать людям с любым состоянием здоровья, потому что, в общем-то, не нужны никакие упражнения. Но, с другой стороны, в век гиподинамии упражнения рейки еще дополнительно этот эффект усиливают. Поэтому нам нужно компенсировать нехватку физических упражнений какими-то другими системами. И многие ожидают, что начав заниматься рейки или, к примеру, медитацией, что аналогично, вдруг их жизненный уровень повысится настолько, что можно будет работать 20 часов, спать по 4 часа, стать физически сильным, преодолевать любые трудности и препятствия. Верно это только лишь отчасти. Потому что первое время, когда вы занимаетесь, вы действительно отдыхаете, расслабляетесь, и нервная система восстанавливается. Таким образом ощущается прилив энергии, он есть. Но далее рейки усиливает нашу психическую энергию, что дает нам большую силу воли, что дает нам эмоциональную стабильность и расслабление, возможность не реагировать на ситуации так, как это было раньше. И это тоже помогает сохранению энергии. Но, к сожалению, наши мышцы не становятся сильнее, выносливость не повышается, и активность нашего тела по сути не изменяется, а очень даже часто, если медитировать много, то она снижается. Есть некоторые заблуждения насчет, к примеру, йогов, что они же не двигаются годами и месяцами, и ничего особенного с их телом не происходит, потому что они медитируют, и через их тело протекает сверхэнергия. Это верно, но только лишь для сверхуровня, потому что обычный день йога, практикующего в затворе, то есть уединении, он включает в себя сессии, медитации, обязательно прогулки и физические упражнения. Йогу, которую они выполняют обычно с утра. Нам в рейке этого действительно не хватает. Поэтому, когда вы занимаетесь рейки, вы ощутите прилив психической энергии, но не ждите того, что вы станете физически сильнее. Ваша выносливость не изменится. А если в вашем теле много физического напряжения, вы знаете, что у вас спазмировано тело и вообще вам сложно расслабляться, обязательно нужно добавить минимум массаж перед началом практики, а еще лучше какие-то упражнения на растяжку. Итак, рейки не усиливает нашу физическую энергию, поэтому не ждите этого от этой системы. И помните о том, что есть недостатки, которые нужно компенсировать. Посмотрите сейчас по окончании этого ролика другой, который называется «4 недостатка системы рейки». И вы поймете, на что нужно обращать внимание, если решили заниматься рейки. На этом все. Увидимся с вами через неделю. Пока.